Всем привет! Сегодня у нас расклад, что судьбой тебе предначертано. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Итак, единички. Первая карта у нас для сигнификации. Что сейчас в твоей жизни творится? Что такое сигнификация? Это я говорю, что у тебя в жизни творится. И если это не так, то это не твой расклад. Но у тебя полный порядок сейчас. Вот как генеральную уборку уже как будто делают, вот у тебя как будто после нее. Когда вот все на своих местах лежит. Ты важный цикл в своей жизни завершила. Закрыла долгий проект, закрыла или вот этот, как его называется, забыл, квартиру покупают. Ипотеку закрыла или кредит какой-то. И вокруг началась стабильность. Зарплата вовремя приходит, отношения ровные, здоровье тоже не подводит. Но это только внешняя картинка. Потому что внутри ты чувствуешь вот это беспокойство легкое. Как будто ты забыла утюг выключить, хотя вот точно помнишь, что ты его проверяла. Это вот твоя интуиция, она тебе шепчет, что расслабляться рано еще, что скоро вот этот, как ее, не землетрясение, а встряска. И ты подсознательно ждешь перемен, хотя умом ты цепляешься за комфорт. Ты уже месяц откладываешь разговор с мужиком о переезде, потому что ты боишься разрушить вот этот уют, который сейчас, как говорится, нарисовался. Молчишь на работе, хотя видишь, что все идет не туда. И вот это затишье, оно обманчиво. Хотя, как говорится, ничего не предвещает. Да какой тайный поворот судьбы ждет тебя впереди. Но, знаешь, скоро правда вскроется, которую от тебя скрывали. Ты узнаешь, что там коллега, с которым ты по планами своими делишься, он сливает все. И выяснится, что мужик, возможно, с бывшей встречался. Встречался не в плане романтики, да, а увиделся и не сказал. И судьба, она подкинет тебе такую ситуацию, где ты на развилке будешь. Либо продолжать глазки свои закрывать, да, но тогда проблемы вырастут, как снежный ком. Либо признать реальность и действовать. Тебе предложат, например, повышение в другом городе, а твой муж скажет там, что не поедет. Придется выбирать между карьерой и отношениями. Полумер таких не будет. Понимаешь? Главное, не игнорируй ничего. Если будешь делать вид, что все в порядке, то к концу года ты получишь просто предательство в квадрате. Какой урок или дар судьба тебе готовит? Знаешь, тут сейчас время на рожон не лезть. Ты засадила огород, теперь жди этих, росточков. Полгода ты училась, там рассылала резюме, откликов нет. И судьба тебе говорит, не дергайся. Первые росточки, они сейчас не появятся. Через 2-3 месяца появятся. И тогда получишь сразу выгодное предложение. С личной жизнью то же самое. Ты вложила силы в отношения. Вот не требуй сразу, чтобы тебе отдача была. Твой мужчина, он не купил тебе кольцо там после полгода встреч. Это не значит, что он тебя не ценит. Нет, просто он копит на что-то, пока боится сказать. А урок тут то, что нужно перестать контролировать каждый шаг. Как только ты отпустишь эти поводья, то поймешь, что некоторые вещи, они созревают только в тишине.
А твой дар — это терпение, которое потом оно окупится вдвойне, понимаешь? Как ты можешь повлиять на свою судьбу прямо сейчас? Ну, хватит ныть. Вот просто хватит ныть. Ты упустила шанс? Бывает. Но прямо сейчас перед тобой лежат новые возможности. Тебя вот не взяли на эту работу твоей мечты, но в почте уже другое приглашение на собеседование. Получше, ну или на пороге. Мужчина к другой шел, зато время освободилось там на себя. Суть сейчас в том, чтобы перестать копаться в прошлом и взять то, что предлагает тебе настоящее. Поругалась с ним, не сиди ты сутки и не плачь. Позвони, скажи там, давай обсудим за тортиком. Понимаешь? Увидела вакансию эту новую, отправь сразу резюме. А не редактируй, думай по 3 недели, по 4 недели и так далее. Маг, он дает сейчас силу превращать идеи в действие. Хочешь свой бизнес? Найди бесплатные уроки вот прямо сейчас. Ну, по той сфере, которую ты хочешь. Каждая твоя инициатива сейчас — это вот, как сказать, кирпичик в новом доме для тебя. Да, будет петлять твоя дорога жизни, но она приведет ровно туда, куда надо. Сейчас тебе просто нужно сидеть и ждать. Понимаешь? Сумбурный какой-то первый вариант получился. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас в твоей жизни творится, сигнификация? Ну, ты знаешь, ты сейчас застрял. Ты застряла между желанием действовать и страхом последствий. Тебя тянет к этим новым эмоциональным качелям. Нет, и приключениям, да не качелям. Новый роман, творческий проект какой-то, который сердечко заставляет твое биться. Но, знаешь, одновременно ты чувствуешь, что тебе нужно в тень отойти. То есть переосмыслить все. И ты ментаешься, говорю, ты метаешься вот между вот этими импульсивными порывами, да, и потребностью в одиночестве. Как будто одна часть тебя кричит: давай вперед с флагом и наперевес, наперекор и так далее. А другая сторона шепчет: стой, это опасно. И на работе, и в отношениях ты сейчас избегаешь прямых разговоров, подменяя искренность вот этими улыбочками. И это тебя начинает душить. Даже твои подруги, они видят, что ты стала замкнутой, но они решаются, они это говорить в лоб. И спросить, что с тобой, тоже не решаются. По деньгам ты стабильно, но внутри буря. У тебя планы рушатся, а альтернативы ты не видишь. Да какой тайный поворот судьбы тебя ждет? Ну, знаешь, в ближайшие месяцы тебе придется выбор делать, который разделит твою жизнь на до и после. И речь о человеке, который внезапно появится в твоей жизни и перевернет все твои вот эти представления о любви. Он вообще вот кардинально даже не будет похож на бывших. И так не похож, что ты даже, наверное, его испугаешься сначала. Но тут не просто романтика, нет. Тебе даже он предложит переехать к нему в другой город. Проблема в том, что ты будешь разрываться между вот этой писюлькиным зовом и голосом разума. Твои подруги там или родители, они будут против, будут отговаривать. И вот у тебя, знаешь, вот ты окажешься на таком грани разрыва с семьей. Ну и с подругами тоже. Подруги не так важные, но других найдешь.
Ты знаешь, ты в итоге увидишь, кто на самом деле тебя поддерживает, а кто просто манипулирует твоими чувствами. И вот этот поворот, он вытащит наружу все старые обиды, которые ты годами скрывал. Ты прям вот вывалишь все, я бы так сказал. Какой урок или дар судьба готовит? Ну, знаешь, главную слабость твою вскроют. Вот это неумение говорить «нет». Ты попадешь так, что вот где тобой попытаются манипулировать через чувство вот этой вины. Коллега переложит на тебя свою работу, подруги потребуют жертвовать своими интересами ради них. Сначала ты будешь уступать, но потом ты просто сорвешься и скандал устроишь, который всех шокирует. И это будет урок. Ты поймешь, что угождать другим ценой себя — это просто путь в никуда. А дар тут в том, что ты наконец-то обретешь вот этот стержень. Ну, внутри себя. Перестанешь бояться конфликтов, четко границы обозначишь. Ну и последствия, конечно, будут. Некоторые люди из твоей жизни уйдут. Ну, когда поймут, что тобой пользоваться больше не смогут. Как ты можешь повлиять на свою судьбу? Ну, знаешь, тебе нужно жить в иллюзиях прекратить. Потому что ты сама создаешь себе проблемы, придумывая оправдания тем людям, которые тебя не ценят. Бывший подруга, которая за твоей спиной про тебя сплетничает. Хватит верить сладким сказкам. Карты вот тебе кричат, что включай режим жесткого реализма. Факты проверяй. Человек тот в другом городе тебе говорит вот одно, а ты проверяй факты. Понимаешь? Исчезает, не берет телефон, говорит: ой, на работе сильно занят, а появляется через сутки, да, с таким непринужденным «привет, как дела?» И говорит: это я загружен на работе. Нет, это банальное неуважение. А то и предположить боюсь, чего он делал эти сутки, пока пропадал. Перестань тратить силы на тех, кто этого не заслуживает. Вот все так просто. Понимаешь? Через месяц, если ты научишься говорить «нет» и факты проверять, ты сама себя не узнаешь. Ты увидишь, сколько красных вот этих флагов ты игнорировал. И твоя судьба изменится, когда ты просто примешь правду такой, какая она есть, вместо вот этой удобной лжи и красивых макарон на твоих ушах. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Давайте посмотрим вам, да, что судьба приготовила. Сразу скажу, первая карта — это сигнификация. То есть, что такое сигнификация? Если я по первой карте, а именно на вопрос, что сейчас в твоей жизни творится, говорю о тебе, значит, расклад твой. Если не о тебе, значит, можно дальше не смотреть, посмотри другие варианты. Так что сейчас в жизни-то у тебя? У тебя все идеально. У тебя вот сериал про идеальную семью. Есть же такие скучные сериалы, когда вот у всех все хорошо. Все вокруг тебя хвалят, у тебя стабильность, как говорится, дом полная чаша. Соседи вымыты, говорю, ой, не мой соседи. Дети вымытые, жопки чистые, кушать есть. Родные тоже рядом. Возможно, даже бизнес какой-то ты сделал. Денег хватает, крыша, как говорится, над головой крепкая. Вроде бы жизнь удалась. Но вся вот эта картинка — это фасад.
Ты сама себя убедила, что это счастье, оно реальное. А на деле ты как в клетке золотой, ты это прекрасно знаешь. Ты застряла в рутине в этой, где каждый день похож на предыдущий. Одни и те же обязанности, пустые разговоры за ужином, отсутствие чувств настоящих, про страсть вообще молчу. Ты игнорируешь свои настоящие желания, потому что так принято. Вот прямо сейчас ты вот смотришь меня и думаешь, но ведь все хорошо, дед. А на самом деле ты зарыла свои мечты глубоко в землю. Потому что ты боишься разрушить вот этот домик кукольный. Ты выбрала безопасность вместо счастья, и это уже начинает тебя душить. Тебе кажется, что проблемы это там соседский дом какой-то, а не твоя жизнь. Вот просто мне ответь, когда ты последний раз плакала не от усталости, а от того, что сердце наружу рвется. Молчишь, вид делаешь, что все хорошо. Какой тайный поворот судьбы тебя ждет впереди? Ну, знаешь, постучится правда в твою дверь. Вот прям неожиданно. Вот знаешь, сериалы есть же, когда там главная героиня узнает, что ее муж годами там ее за нос водил. Вот. Ты просто увидишь, что твоя вот эта стабильная жизнь, она построена на песке. Возможно, мужчина тебе изменяет. Не изменяет, на другую заглядываешься. А ты глазки закрываешь. Родственники тебя, подруги используют тебя как кошелек. Прикидываются, ой, мы с тобой лучшие подружки. И ты просто осознаешь, что потратила годы на то, что ненавидишь. Потому что вот надо это делать, ты и делала. И вот это осознание, это будет болезненным ударом. Но оно тебя зато разбудит. И знаешь что, вот после вот этого всего ты во весь рост выпрямишься, и огонек в глазах появится. Ты просто перестанешь бояться навязанных тебе, не бояться, а бояться говорить «нет» вот этим навязанным штукам. Выкинешь хлам из головы и начнешь строить жизнь по своим правилам. Сейчас ты не по своим живешь правилам. И ты просто удивишься, как быстро ты найдешь настоящих подруг, а не вот этих змеюк. Я знаю, что ты сейчас говоришь, у меня подружки хорошие. Они меня поддерживают. Знаешь, всего один вопрос к тебе. И если бы ты была без денег, без квартиры, и тебе некуда идти, то какая бы подруга тебе помогла? Вот как ты думаешь? И где, и были бы вообще рядом с тобой эти подруги? Какой урок или дар судьба тебе готовит? Ну, знаешь, урок жесткий тут. Человек, которому ты доверяла, вот как скале, так скажем, да, тот, кто давал тебе чувство безопасности. Это может быть там партнер по бизнесу, мужчина твой. Он просто покажет свое истинное лицо. Он уйдет, когда тебе будет тяжелее всего. Ну или предаст ради своей выгоды, оставив тебя с кучей проблем. И это не тот урок, где ты в подушку плачешь и дальше идешь. Нет, это будет полная перезагрузка. Тебе придется научиться стоять на ногах без какой-либо поддержки. И это будет больненько. Если ты в проживании арканов хотя бы когда-то была, да, или сейчас есть, это вот как в императоре, как проработка императора начнется. Ты одна на всем белом свете. Но в этом и дар. Ты поймешь, что ты сильнее, чем ты думаешь сейчас. Когда ты это переживешь, ты мир увидишь, без вот этих розовых соплей. Без розовых очков.
ты перестанешь цепляться за людей из-за своего страха одиночества и начнешь тех выбирать, кто действительно тебя ценит. И я говорю и про мужчину твоего, и про подруг. Понимаешь, ты сбросишь вот этот рюкзак с камнями. Сначала будет пусто, да, как будто там чего-то не хватает. Зато потом ты взлетишь. Как ты можешь влиять на свою судьбу? Ну, ключик в твоих руках, тут даже говорить не надо ничего. Ты выбор должна сделать. Либо ты продолжаешь цепляться за стабильность, как крохотная девочка. Понимаешь, это как вот типа той, которая деньги под матрасом копит, копит, копит и боится потратить. Либо включаешь в себе вот эту самую женщину-императрицу, которая миры создает. Знаешь, бояться хватит. Если у тебя есть идея, запускай ее сейчас, а не когда-нибудь там. Хочешь уйти от токсичных людей? Я вот не знаю, как тебе сказать, но у тебя подруги токсичные. Понимаешь? И ты, мне кажется, это прекрасно знаешь, но за неимением лучших ты все равно с ними, с этими плохими дружишь. Рви связи с токсичными людьми. Не жди удобного случая. Тебе нужно перестать еще контролировать каждую копейку и каждое слово свое. Жизнь, она не вращается вокруг страха потерять то, что у тебя на самом деле не радует даже. Понимаешь? Возьми себе за правило. Токсичных нахрен. И всегда вот звони тем, кто тебе реально дорог. Ну или найди, познакомься с кем-нибудь. Знаешь, вот, чтобы ты на одной волне была, чтобы было кому позвонить. Не потому, что там она тебе должна будет отвечать, да, или там она будет отвечать, потому что ты ее кормишь там, как говорится, деньгами своими, а вот просто потому, что так. Понимаешь? Твоя сила, она не в том, чтобы держать все вот под замком и подруги токсичные рядом вот так, этот как серпентарий. Нет. Твоя сила, она в том, чтобы отпустить контроль, отпустить страх остаться одной и начать жить. И только так ты перепишешь свою судьбу. Не через боль, а через смелость, понимаешь? Какой-то сегодня сумбурный расклад. Я как-то, как сказать, ни один не понял. Но если вы поняли, о чем я, поняли. Я на кураптоновском языке с вами разговариваю, меня поправлять не нужно. Если вы поняли, о чем я, напишите в комментариях. И всегда помните, что дед всегда рядом.